Яка радість всього життя, без сліз та гіркоти, яка слава на землі непорушна і непереможна. Все безсила супроти тьми, все ненадійне супроти снів, лише мить і смерть розвіє сни. Скільки ж страху треба перебороти душі, щоб покинути своє тіло? Печально голоситиме вона і не знайде для себе потіхи. Звівши свій погляд до ангелів світла, її молитви будуть даремні. Простягши руки до добрих людей, їй ніхто не допоможе.
Сергей, добрый день. Эти кадры вы снимали, я так понимаю, в течение 3 где-то дней в аэропорту Донецком и в течение нескольких месяцев на Майдане. Как это было? Расскажите, пожалуйста. На Майдан я вообще приехал случайно. Я даже не ожидал, что, может быть, произойдет то, что произошло. И вот я в ту ночь, когда избили студентов, я был практически до самого начала вот этого избиения. Все журналисты разошлись, там осталось 2-3 человека, и я ушел, и потом это началось. Извините, что я смеюсь, но это такой профессиональный цинизм. Вот. И я вернулся и уже брал интервью этих детей, которые были жестоко избиты полицией. И что потом случилось, меня вообще потрясло, когда через день вышел целый Киев, и такая людская волна текла. Знаете, как будто вот где-то прорвало дамбу из людей, и они все стекаются со всех переулков, со всех улиц в этот Майдан, в центральную часть Киева. Я никогда не видел в жизни столько людей. Может быть, в 91-м на Манежной, в конце 80-х было очень много людей, но здесь было фантастическое ощущение. А потом, когда они все начали вместе петь гимн Украины, это было что-то потрясающее. Музыка, как Акуджава писал, попадает прямо в кровь мою. Но потом случился аэропорт, я туда попал случайно, и я там 4 дня, 3 ночи пробыл, и я до сих пор жалею, что туда вместо меня не попал какой-нибудь настоящий фотограф, потому что я все равно любитель. Даже несмотря на все публикации, тысячи фотографий в Лос-Анджелес Таймс и в других газетах, я вообще по жизни любитель. Писатель, любитель, фотограф, любитель. Любитель от слова «люблю»? Журналист-любитель нет, из-за слова, что я не профессионал. Я никогда не получал никаких профессиональных навыков. Все где-то у кого-то узнавал, у друзей, как это надо делать. Читал много. И в результате я ужасно жалею, что туда не попал, скажем, Сережа Пономарев, великий фотограф, или Саша Земляниченко, еще более великий фотограф, хотя сравнивать, кто из них более великий, это, конечно, глупо. Или какой-то другой замечательный фотограф из моих друзей. Они бы могли снять там просто запредельные кадры. Но я снял то, что снял. Некоторые можно так на 4 оценить. Но в любом случае, с художественной точки зрения, на них сейчас смотреть неправильно, потому что это в любом случае исторические документы. И я рад, что они
остались. То есть других фотографий того времени просто нет и не будет. И в этом смысле, да, я сделал что-то такое уникальное. Ну, Абсолютно. не по своей воле, а просто так сложились обстоятельства. Я вспомнил тот совет, который дал мне Саша Земляниченко. Я еще раз говорю вам о нем. Если вы не знаете, посмотрите его фотографии. Это гениальный фотограф, дважды лауреат Пулитцеровской премии, живет в Москве, работает в Associated Press. Саша мне как-то сказал: Сережа, а что ты не снимаешь крупные планы? Когда он смотрел мои фотографии, которые выходили в Лос-Анджелес Таймс, некоторые я давал в Associated Press, я говорю, а зачем? Мне для публикации особый портрет не нужен, если это, конечно, не какая-то фича-история о каком-то конкретном человеке. Он говорит, нет, я имею в виду на войне. Я говорю, ну, мне не нужно для публикации особенно много портретных фотографий, но максимум одна карточка попадет в статью, и то, если это большая статья, и в ней несколько фотографий, и будет разворот. Он говорит, нет, просто так, для истории, понимаешь? Потому что ты пойми, когда ты снимаешь солдата на войне, Глаза. он смотрит на тебя, и ты для него канал в нормальную жизнь, в которую он вернется, а может и не вернется, и может быть ты последний, кто снимаешь его, и последний, кто видишь его глаза. И я стал смотреть в глаза этих ребят, и я увидел потом, и сравнил со своими фотографиями до этого, что на войне у них какие-то совершенно другие глаза и такой взгляд. Я потом с ними встречался и пытался их снимать, с теми, кто выжил. Конечно, ни в каких обстоятельствах не будет таких глаз пронзительных, в которых ты видишь гораздо больше, чем просто его душу. Ты видишь переломный момент истории. У меня был такой момент, трагический такой, со всех точек зрения, когда вышла моя статья в газете «Лос-Анджелес Таймс» про войну в Украине. Это было не в аэропорту, это события происходили в Песках, это рядом с аэропортом, такое разрушенное село. И там шел бой на окраине Песок, и в нем принимал участие пулеметчик Иван Курята, и я снял его в действии, как он курит, стреляет из пулемета, забинтованной рукой. И эта фотография вышла на первой странице Лос-Анджелес Таймс через неделю. И, к сожалению, перед самым выходом я узнал, что Иван Курята погиб. И мы в кэпшн добавили, что за день до выхода статьи Иван Курята погиб от взрыва мины во время следующего боя. И его жена, с которой я не был знаком, узнала о его смерти, о его гибели из моей фотографии, потому что я поместил ее с этим же кэпшеном в Фейсбуке, и она написала такие страшные слова: «Не верю». И потом, когда я выяснил, что это была его жена, и что так получилось, у меня до сих пор ощущение, что я как-то виноват в его смерти. Вот такая страшная история. Здравствуй, Володя. Привет, Миша. Скажи мне, пожалуйста, как родилась идея тринодии? Ты знаешь, я вот как раз сегодня ночью думал по поводу того, почему 2014 год стал таким ключевым, по крайней мере, для меня. Я пытался как бы себе ответить на этот вопрос, ведь до этого было много ужасного. До этого была и война с Грузией, и Норд-Ост, и Беслан, и Курск, и еще масса убийств журналистов и так далее. Но почему же тогда 2014 год вот стал для меня каким-то переломным годом, после которого мне было трудно даже вообще начать работать? Потому что помимо того ужаса, который происходил в Украине,
я как бы пережил вот буквально 33-й год немецкий. То есть я вдруг увидел, что вот этот патриотический угар в России людей, которые, причем я не говорю о тех, которые были там и так как бы совершенно одурманенные пропагандой и так далее. Я говорю о людях, которые были моими друзьями, некоторые из них, и люди, которые, в общем-то, даже были, ну, можно сказать, инакомыслящими всю свою жизнь. И вот я увидел перерождение этих людей, и на меня это подействовало чудовищно, я тебе могу сказать. Ты помнишь, в каком я тогда был состоянии, я думаю, ты тоже был в таком состоянии. Я думаю, что кроме того, что вот происходило в Украине, еще вот этот момент прозрения по поводу того, что же представляет собой большинство населения, которое вдруг в этом угаре начинает приветствовать убийство, для меня это был чудовищный удар, я не мог долго работать, и только вот в тот момент, когда мы созвонились, у меня возникла такая идея, это меня как-то вытащило снова вот на такой путь преодоления этих кризисов с помощью музыки и с помощью творчества. Вот это единственное, что как бы мне помогло, можно сказать. Ну да, мы записали ее в 2015 году на годовщину событий Майдана. Да. А когда ты начал ее писать? Ну, это было где-то, по-моему, декабрь 2014 года. То есть я был практически весь год в страшной депрессии, и у меня вообще ничего, как бы, ну, были пару исполнений моих сочинений, которые я написал до этого, но я ничего не мог просто начать работать ни с какой музыкой, потому что для меня это было как бы действительно, да, для меня это было очень серьезное какое-то. Да, ну, я считаю, что это была замечательная идея, которая, видимо, тебе пришла в голову, соединить это с потрясающими фотографиями Сергея и сделать вот такое видео. Мне кажется, что от этого и музыка тоже сильно выиграла. Володя, такой вопрос. Шостакович и Генин, да? Ну, это сложный вопрос. Ты знаешь, я не хочу себя сравнивать с Шостаковичем, это было бы как-то странно и нескромно. То есть дело даже не в скромности, но просто я достаточно как бы хорошо понимаю, кто такой Шостакович и какое он занимает место для всех нас. Для всех нас и вообще в мировой музыке. Я по поводу Шостаковича вот что хочу сказать. Ну, известно, да, что этот квартет посвящен жертвам войны. Это посвящение дал сам Шостакович. Есть и воспоминания, то есть не воспоминания Шостаковича, а есть письмо Шостаковича, в котором он рассказывает об этом квартете. Гликман, и он говорит, да, и он говорит Гликману, да, письмо Гликману, и он говорит о том, что это квартет, это реквием по нему самому. То есть он написал реквием по нему самому. Я хочу просто тут сказать вот что. Есть то, что композитор хочет, чтобы все думали, это один аспект. Есть второй аспект, то, что композитор думает сам. И есть третий аспект, то, чем это произведение действительно является. Потому что очень многие люди думают, что композитор или там творец все знает о своем творении. Творения, они живут своей собственной жизнью. И поэтому в этой музыке, конечно, возможно, это отчасти и реквием по самому Шостаковичу, но это реквием по Шостаковичу как одному из народа, который был уничтожаем Сталиным, не только Гитлером, но и Сталиным. И это как бы реквием по всем погибшим. Неважно, где они погибли, из-за чего они погибли. Это как бы такое тотальное произведение, в котором соединились очень многие его темы Шостаковича, его творчество. Но самое главное, что это действительно квартет памяти убиенных и замученных. И, конечно, то, что он написал там «Жертвы войны», война уже к этому времени
15 лет как, то есть не 15 лет, да, 15 лет как закончилось, это было уже даже публика воспринимала это довольно странно, это было как бы уже не актуально. Вот. Но, естественно, он не мог написать, что это квартет памяти сталинских репрессий. Естественно, по нему они ударили очень сильно, и реквием по нему самому, как он это думал, это и реквием по всем остальным людям, замученным Сталиным.